Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, про магические свойства метлы мы уже говорили не раз. Немного освежу в памяти. Вот в этнологии очень много, в теологии, этнологии народов мира очень много персонажей, богов, богинь, которые применяли метлу как определенные средства, очищающие для полета, для колдовства, для чистки и помощи, оздоровления и прочее. Во-первых, метла считается символом плодородия. Во-вторых, считалось, что метла ходит между мирами, что, одна часть метлы находится в мире живых, другая часть в мире мертвых. Не просто так метлу ставили возле дома, переворачивая ножкой вверх, точнее, ножкой вниз, неправильно сказала, потому как по-другому она сметет все добро из дома. Кстати, такое применяется и к венику в том числе. Она должна быть вот так вот перевернута. Считалось, что метла запугивает злых духов, именно поэтому возле дворов ставили метлу. Это как знак того, что живущий здесь человек знает, как себя избавить от злой силы, и поэтому туда не нужно подходить. Ставили метлу возле курятника, возле свинарника, коровника и так далее. Кстати, можете применять, это такой оберег некий, чтобы туда не входили злые силы, чтобы не приносили с собой смерть, болезни и прочее. Такие тонкости зная, человек, естественно, себя мог обезопасить. Метлой открываются дороги, очищаются, снимается боль, снимается неудача. То есть счищается тот мусор, который мы не видим, то есть вот в тонком плане, но он присутствует, существует в жизни человека. Есть много ритуалов, в которых нужно мести дом или двор. Здесь именно говорим про метлу, не про веник. С веником тоже есть работы. Это метла, просто она как бы в таком, более такая густая метла и напоминает веник. Но это именно метла. Вот такой есть формат метлы, вот такой красочный. Ой. Вы можете применять любой из них, который вам ближе и нравится больше. Потом метла – носитель энергии деревьев, из которого он изготавливается. Она изготавливается, неправильно, не веник. Метла, извиняюсь, у меня голос что-то сел. Может, простыла, не знаю. Бывает иногда сосна, береза, дубовая метла, разные деревья носят разную энергию. Старались брать разные деревья, прутья разных деревьев, тем самым разнообразив, улучшив, как бы усилив метлу и функции метелки. Кроме всего прочего, метелка считается средством против проклятия людей, против злых посылов, против зависти. То есть она сметает со двора, с дома, потому что дом, двор – это ваш круг защиты. Там развивается ваша энергия, ваши семейные ценности и прочее. И сметая метлой и читая заговор, человек очищал себя от этих всех неудач, от посылов, от ненависти и прочее. Нужно было переходить через метлу, перешагивать, исцеляли, то есть лечили женские болезни. Конечно, об этом я постепенно, это все сразу за раз не научишь, не объяснишь, но мы к этому тоже придем, к определенным традициям, работам через метлу. У меня есть несколько работ с метлой, с веником, очищающей, открывающей дороги, убирающей различные, прям какой-то кто-то прошелся, ну ладно, различные недуги, болезни. Поэтому об этом, когда я буду снимать, более подробно расскажу.
Это некое орудие, вот, понимаете, в руках человека, которое применяется для очищения и, значит, для обновления своей энергии. Метлу вообще нельзя было выкидывать, ее обязательно надо было сжечь. Оставляли на перекрестке иногда с определенными словами, скидывая туда свои все неудачи. Но в основном метлу нужно было сжечь. Подальше от дома старую метлу. Считалось, что старая и новая метла рядом лежать не должны. Потому что старая метла уже взяла на себя все, скажем, оскверненные вот эти все энергии. И поэтому от нее нужно избавляться, очищает она. Это как уже разорванное платье, которое не будешь носить, поэтому ее лучше утилизировать, сжечь. А рядом, то есть с новой нельзя. Новое опять будет вбирать в себя. Это все постепенно от этой старой метлы тоже надо избавляться. Итак, огромное количество ритуалов с этим связано. Сейчас мы даже не сможем все перечислить. Там, например, свадебные традиции были у южных народов, перепрыгивали через метлу молодожены, чтобы у них не было сглаза и прочие там зависти, ненависти. Значит, вот на метелках, когда в детстве мы скачем, как на лошадках, игрались, наверняка кто-то игрался. На самом деле это отголосок очень древнего ритуала, который давал семье плодородие. То есть символический символ, сами понимаете, чего, во-первых. Во-вторых, очищение своей энергии, себя, своей судьбы. Метла именно это символизировала. И вот это скакание на метле, это очень древняя традиция, призыв плодородия. А мы в детстве это делали. И игрались, не понимая, они были для нас лошадки. И вот это вот желание скакать на метле, потом перешло там, из палочек делали лошадь, если помните, там продавали даже голова лошади, и вот такая палочка, на которой мы скакали, игрались, изображая, значит, наездников. Пришло оттуда традиция призывания плодородия, очищения своего кокона энергетического, своей энергии. Итак, вот, пользуясь этими всеми знаниями, которые пришли к нам издревле, я как раз хочу вам сейчас дать такую работу, которую нужно выполнять каждый день, желательно. Чем чаще, конечно, будете выполнять, тем лучше. Когда вы работаете, когда вы ходите среди людей, общества, иногда красиво накрашены, иногда в хорошем настроении, одетые, там у вас какие-то украшения появляются, как-то жизнь налаживается. Это вы не замечаете, вы не следите за кем-либо, но за вами обязательно следят. Следят те, кто не хочет особо ничего делать, или не получилось у человека, не у всех бывает. Следят те, у которых там дома лежит там алкоголик Васька, и вот последние деньги пропивает, а она в окно смотрит, идет вся такая упакованная, красивая, одетая. Она не спрашивает, что эта женщина отдала ради того, чтобы ее дети жили хорошо, чтобы она жила достойно. Нет, у нее начинается зависть, ненависть, злость, негодование, почему не я, почему вот ей дали, а мне нет, и так далее. И вот таких вот людей множество, желающих вам чего-то, мысленно желающих или подсознательно. И вот вы собираете каждый день этот мусор и приносите к себе домой. А теперь я вас научу, как очищать себя каждый день от такого энергетического мусора. Вам станет легче. Со временем вы увидите, что и здоровье становится лучше, и состояние хорошее. И вообще вы на ментальном уровне, подметая, убирая свои все эти отрицательные эмоции, посылы, ведь иногда наши мысли это навязаны нам, понимаете? Вот приходит вот это энергетический вампиризм, и через вот эти вот их посылы, через вот их энергию черную, злую, мы это
в себя впитываем, как губки, а потом начинаются у нас навязчивые мысли, нежелание жить, усталость, апатия. Зачастую это все собранный вот этот ментальный мусор, который оседает как пыль над нами. А мы это не замечаем, или пока найдем время для чисток, как бы очень многое уже нехорошего произойдет. Понимаете? Поэтому нужно делать следующее. Нужно приобрести такую метлу или сделать самим, если хотите. Можно вот такого формата, можно такого. Но веник, в принципе, веник можно, конечно, маленькие венички такие продают, но желательно, чтобы это была метла. Вот именно она была, как бы сказать, целенаправленно. Вы называете метлой, и она является метлой. Можно такую красивую метлу, можно вот такого плана. Можете сами взять и сделать, еще раз говорю, вот такую маленькую метелку. Значит, приходите домой, зажгите свечу, или пускай там, без разницы, это восковая или парафиновая свеча. Здесь главное источник огня, потому что каждый раз начитывая, вот сверху так проводите над свечой, так, чтобы она не сгорела, конечно. Вы как бы сжигаете вот эту всю черноту, которую с себя вот так вот сняли. И вот просто проводите по руке, так, слегка по лицу. Это же как бы только для вашей чистки. Ее в других ритуалах использовать нельзя. Потому что у нас есть ритуалы с метлой. Вот там нельзя ею пользоваться. Только вот для этой работы. А потом, когда пройдет время, вы увидите, что она уже как бы старая, уже начинает как-то уже дряхлеть, конечно. Ее лучше сжечь. Или 6 монетами кинуть, оставить на перекрестке и уйти. И заказать новый. Его может хватить несколько лет, а может и никогда оно не состарится. Знаете, бывают очень такие, если бережно ею пользоваться, то она и не стареет. Ей можно пользоваться бесконечно. То есть вот вы вот так снимаете с себя, желательно вот так вот вытряхивая, как бы снимая себя с лица, с тела, с ног, вот куда достанете, в общем, вот так вот сметайте эту черноту и проводите над свечой. Желательно читать 6 раз, желательно. Больше можно, меньше не рекомендую, потому что цифра 6, она не просто так приводится. В некоторых заговорах цифра 6 именно как раз та самая цифра, которая окончательно пробивает и как бы приводит это все в исполнение, помогает этому свершиться. Вот. Эта каждодневная чистка будет вам помогать убирать ненужные, ненужные посылы, ненужные там, уменьшит в вашей жизни опасности, уменьшит в вашей жизни. Понимаете, в чем смысл всех этих работ? Если в совокупность, например, переписывает человек и вот 1 неделю вот эти проводит, или заговоры дням недели, дней недели и так далее, там всего-то вы потратите 5-10 минут в день. Но результат будет очень хороший, потому что у вас будет оздоравливаться ваша энергия. Меньше будет проблем, хлопот, меньше будет трудностей. Когда вы приходите с этой чернотой домой, у вас могут и лампочки перегореть, у вас могут дома что-то сломаться, дома может начаться скандал. Потому что мы все это приносим с собой. Даже если мы дома не обсуждаем, что на работе было, чего, как, но фантом этих людей, их оскорбление, или их неправильное поведение, или вот по улице вы прошли и чувствуете, что вам что-то нехорошо, как будто вот прям тяжелая энергия собрали со всех и пришли домой. Это все равно портит вашу атмосферу в семье, в доме, вашу работоспособность понижает и прочее, прочее. И вот эти все работы, они, хоть вы тратите в день, может, 5 минут, может, полчаса, смотря, если вы серьезные работы делаете, но, понимаете, ваша жизнь становится совершенно другой, чем у других людей, которые этим не пользуются. И они все время сталкиваются с нервотрепками, все время сталкиваются с каким-то... Качество вашей жизни становится лучше. Вот в чем дело. Качество жизни. Нужно ли это делать всю жизнь? Конечно, как всю жизнь нужно пить, кушать, пить, имеется в виду воду. Не в том смысле.
пить воду, да. Всю жизнь же один раз вы не напиваетесь. Есть, купаться. Один раз достаточно искупаться? Или волосы красить раз в жизни же не хватает? Если вы ногти делаете, значит, постоянно идете, обновляете. А как же, мы живые люди. Вещи меняем, они стареют, мы их выкидываем, или мы худеем, они уже большие, или наоборот полнеем, они уже маленькие. То есть, естественно, как вы всю жизнь занимаетесь своим телом, своей карьерой, учитесь, узнаете, дети растут, новые потребности, что-то покупаете, что-то продаете и так далее. Мы живем, понимаете, у нас живая жизнь живых людей. Естественно, и всю жизнь мы должны помнить и о том, что нам нужно избавляться от этой черноты, которая вокруг нас. Нам нужно обновлять, нам нужно защищать себя всю жизнь, призывать удачу по новой, бороться за себя всю свою жизнь. Иначе наша жизнь, будет абсолютно некачественная, не такая, как мы хотели. А мы же не хотим просто жить, просто дышать, мы хотим чувствовать. Потому что пока вы просто терпите что-либо, вы не живете, вы выживаете. Вот когда вы начинаете жить, это когда человек доволен собой, своей жизнью, когда что-то делает, видит результат. Однажды одного мудреца спросили: скажи, пожалуйста, а вот возможно, чтобы... есть на земле люди, у которых нет проблем, нет трудностей, нет бедствий, им не нужно работать, им не нужно... Вот есть люди, которые уже наконец-то могут спокойно жить и ничего не делать, просто наслаждаться жизнью, или у которых нет никаких проблем и трудностей. Он сказал: да, есть. Я как раз, говорит, иду с того места, где тысячи людей без каких-то проблем, трудностей, без переживаний. У них нет никаких проблем и трудностей. У них все хорошо. И спрашивают: где такие люди живут? Он говорит: я сейчас как раз иду с кладбища. Понимаете? Вот только там нет никаких проблем, и все счастливы. Потому что они не живые уже. Хотя, с другой стороны, мы очень неправильно понимаем. Мы, говоря не живые или покойные, мы имеем в виду их тела, которые лежат в покое, и их уже практически нет, в тлен превращаются. Но мы забываем, что есть еще и душа, и эта душа тоже не нашла покоя, эта душа. Не нашли, хотела сказать, эти души покоя еще. Или у них есть предназначение. Вы не думаете, что в духовном мире все спокойно сидят и никаких проблем? Нет. Там тоже кто-то за что-то отвечает, кто-то кого-то оберегает, кто-то кого-то ждет, кто-то кого-то обучает, учит, отправляет в этот мир. Кто-то охраняет свой род. Там тоже функции. Нет покоя в этом вселенном. Во вселенной этой, это что такое? Не было и не будет. И живые, и мертвые чем-то заняты. Итак, заговор 6 раз желательно, и каждый раз проводить над свечой. Свечу потом можете просто погасить гасителем и использовать дальше в работах. Это уже не суть вопроса. Время от времени, когда вам становится хорошо, просто принесите духам, которые приходят и помогают, и очищают с помощью этой метлы. Это же не метла вас очищает, а духи, которых вы призываете через эту метлу. Поскольку метла считается... Это предмет, который ходит между мирами. Мирами Нави и Яви, да, реальности и потусторонний, тонкий мир. Приносите 6 монет, оставляйте под деревом со словами: «Откупаюсь». Отвернитесь и уходите. Иногда, время от времени, откупайтесь от этих духов. Да, кстати, вы можете такое провести для своего ребенка. Если он, конечно, согласен, если это нормальный ребенок, который сядет, а вы его вот так вот уберете, с него весь черный посыл и все, что у него было, все, что ему начитали и заговорили. Если у вашего ребенка, например, яркая внешность, если он часто выигрывает, стоит это делать иногда. Или сделать это такой традицией. Но для него метелка должна быть отдельная. Тоже нельзя пользоваться тем, чем вы очищаете себя. Точно так же, читая, потом проводить над свечой, вытряхивая с него вот это все, а потом отдельно
хранить где-нибудь. Итак, начнем. Мету, мету, сметаю, очищаю. Кто меня сурочил, сметаю урок, возвращаю ему в его злые очи. Кто на меня бесов насылал, сметаю его посыл, обратно возвращаю. Кто вслед мне проклятие шептал, тот свои проклятия назад забрал. У завистников глаз ослепнет, у сплетников язык опухнет. Их зло на их голов рухнет, лампада их жизни потухнет. Сметаю, 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 все зло с себя снимаю и к наславшим назад отправляю. Делам моих врагов пустое дно, а мои слова будут рьяными. Мне 13 сил для сохраны, а недругам моим без защиты быть. В страхе предо мною жить, да мне не вредить, мне препятствия не чинить. Сметаю, 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 себя всякую скверну снимаю, заклинаю. Мету, мету, сметаю, очищаю. Кто меня сурочил, сметаю урок, возвращаю ему в его злые очи. Кто на меня бесов насылал, сметаю его посыл, обратно возвращаю. Кто вслед мне проклятие шептал, тот свои проклятия назад забрал. У завистников глаз ослепнет, у сплетников язык опухнет. Их зло на их голов рухнет, лампада их жизни потухнет. Сметаю, 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 все зло с себя снимаю и к наславшим назад отправляю. Делам моих врагов пустое дно, а мои слова будут рьяными. Мне 13 сил для сохраны, а недругам моим без защиты быть. В страхе предо мною жить, да мне не вредить, мне препятствия не чинить. Сметаю, 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 себя всякую скверну снимаю, заклинаю. Мету, мету, сметаю, очищаю. Кто меня сурочил, сметаю урок, возвращаю ему в его злые очи. Кто на меня бесов насылал, сметаю его посыл, обратно возвращаю. Кто вслед мне проклятие шептал, тот свои проклятия назад забрал. У завистников глаз ослепнет, у сплетников язык опухнет. Их зло на их голов рухнет, лампада их жизни потухнет. Сметаю, 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 все зло с себя снимаю и к наславшим назад отправляю. Делам моих врагов пустое дно, а мои слова будут рьяными. Мне 13 сил для сохраны, а недругам моим без защиты быть. В страхе предо мною жить, да мне не вредить, мне препятствия не чинить. Сметаю, 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 себя всякую скверну снимаю, заклинаю. Мету, мету, сметаю, очищаю. Кто меня сурочил, сметаю урок, возвращаю ему в его злые очи. Кто на меня бесов насылал, сметаю его посыл, обратно возвращаю. Кто вслед мне проклятие шептал, тот свои проклятия назад забрал. У завистников глаз ослепнет, у сплетников язык опухнет. Их зло на их головы рухнет, лампада их жизни потухнет. Сметаю, 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 все зло с себя снимаю и к наславшим назад отправляю. Делам моих врагов пустое дно, а мои слова будут рьяными. Мне 13 сил для сохраны, а недругам моим без защиты быть. В страхе предо мною жить, да мне не вредить, мне препятствия не чинить. Сметаю, 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 себя всякую скверну снимаю, заклинаю. Мету, мету, сметаю, очищаю. Кто меня сурочил, сметаю урок,
возвращаю ему в его злые очи. Кто на меня бесов насылал, сметаю его посыл, обратно возвращаю. Кто вслед мне проклятие шептал, тот свои проклятия назад забрал. У завистников глаз ослепнет, у сплетников язык опухнет. Их зло на их головы рухнет, лампада их жизни потухнет. Сметаю, 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 все зло с себя снимаю и к наславшим назад отправляю. Делам моих врагов пустое дно, а мои слова будут рьяными. Мне 13 сил для сохраны, а недругам моим без защиты быть. В страхе предо мною жить, да мне не вредить, мне препятствия не чинить. Сметаю, 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 себя всякую скверну снимаю, заклинаю. Мету, мету, сметаю, очищаю. Кто меня сурочил, сметаю урок, возвращаю ему в его злые очи. Кто на меня бесов насылал, сметаю его посыл, обратно возвращаю. Кто вслед мне проклятие шептал, тот свои проклятия назад забрал. У завистников глаз ослепнет, у сплетников язык опухнет. Их зло на их головы рухнет, лампада их жизни потухнет. Сметаю, 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 все зло с себя снимаю и к наславшим назад отправляю. Делам моих врагов пустое дно, а мои слова будут рьяными. Мне 13 сил для сохраны, а недругам моим без защиты быть. В страхе предо мною жить, да мне не вредить, мне препятствия не чинить. Сметаю, 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 себя всякую скверну снимаю, заклинаю.